Всем привет, я Мартин Юман, и сегодня я озвучу для вас видео «Панцергренадера». В нем мы рассмотрим старшинство боевых наград Третьего Рейха, чтобы вы могли самостоятельно соотносить престижность и редкость орденов и медалей. Начнем обзор с наименее ценной награды, которая даже не была боевой и предназначалась для поощрения гражданского населения. Однако она была низшей степенью престижного боевого ордена, поэтому и попала в это видео для полноты картины. Медаль Креста за военные заслуги была введена лично Гитлером 19 августа 1940 года по причине того, что в начальный период Второй мировой было слишком много награждений более высокой степенью ордена Креста за военные заслуги, особенно среди гражданского населения. Гитлер справедливо опасался падения престижа награды и пришел к вполне разумному решению ввести менее ценную медаль. Изначально награда изготавливалась из бронзы, но в ходе войны качество материала ухудшилось, и последние медали имели только бронзовое покрытие. Цвета ленты полностью соответствовали цветам ленты Креста за военные заслуги, только посередине добавлялась узкая красная полоса. Медалью чаще всего награждались рабочие предприятия. Всего было произведено более 4 миллионов награждений. Следующим по престижности знаком отличия была медаль за зимнюю кампанию на Востоке 1941-42 года. Это была строго боевая награда, поэтому неформально ценилась солдатами выше, чем некоторые ордена второго класса. Обладатель медали мог похвастаться тем, что прошел ад Восточного фронта во время самых суровых климатических условий, когда температура опускалась до минус 40 градусов Цельсия. Неудивительно, что многие солдаты получали эту медаль не за участие в боевых действиях, а за серьезные обморожения. Они даже придумали ей меткое название – «мороженое мясо». Сама медаль не носилась в повседневной обстановке, а лишь ее лента, которая продевалась во вторую сверху пуговичную петлицу мундира. По уставу она должна была располагаться под лентами официально более престижных орденов, однако солдаты часто крепили ее выше, на более видном месте, признавая ее более высокую значимость. Солдаты на фронте также шутили, что широкие красные полосы на ленте – это части Красной Армии слева и справа. Узкие белые полосы – это снег, а черная полоса посередине – это дорога Смоленск-Москва. Всего восточной медалью было награждено свыше 3 миллионов военнослужащих. Следующей по старшинству наградой был крест за военные заслуги второго класса. Имел форму мальтийского креста с дубовым венком и свастикой в центре. Выпускался в 2 вариантах – с мечами и без. Орден без мечей был предназначен для награждения лиц, оказавших содействие военным, но непосредственно не принимавших участия в военных действиях. Крестом с мечами награждали, как правило, военнослужащих вспомогательного персонала, которые совершили значимый поступок, но не в непосредственном столкновении с врагом. Орден изготавливался из бронзовых сплавов. Лента имела широкую черную полосу по центру, 2 узкие белые полосы и 2 красные полосы по краям. В повседневной обстановке награда не носилась, лишь ее лента продевалась во вторую сверху пуговичную петлю мундира. Крест за военные заслуги второго класса стал самой массовой наградой Третьего Рейха. Орденом без мечей было награждено почти 1 миллион 600 тысяч человек, а с мечами 6 миллионов 135 тысяч. Среди военнослужащих, получивших более высокие награды, крест за военные заслуги насмешливо называли буфетным орденом или орденом уклонения от службы. Следующей по старшинству наградой был Железный крест второго класса. Имел форму классического германского креста, состоял из железной центральной части, заключенной между 2 сквозными половинками серебряной рамки из Нейзельбера. Железный крест второго класса был самой низшей степенью семейства железных крестов, однако для его получения требовалось совершить значимый поступок в боевой обстановке. Как и предыдущие боевые награды, орден не носился в повседневной обстановке, а лишь его лента продевалась во вторую сверху пуговичную петлю мундира. Лента Железного креста должна была размещаться поверх лент других наград.
Цвета ленты были такими же, как у креста за военные заслуги, только инвертированные. По центру красный, по краям черный. Сам орден носился только в день награждения или в торжественной обстановке. Его кавалерами стало около 2,5 миллионов человек, в том числе 39 женщин. Друзья, подписывайтесь на канал «Панцергренадера» в Телеграме и на мой военно-исторический канал «Parabellum» с детальным разбором боев, историей оружия, персоналями и есть редкий эксклюзив. Следующей наградой в иерархии орденов Третьего Рейха был крест за военные заслуги первого класса. Он считался более редкой и уважаемой наградой, чем предыдущие. Имел такой же вид, как крест за военные заслуги второго класса, только вместо ушка для орденской ленты оснащался вертикальной булавкой или винтовым креплением. Орден изготавливался из цинкового сплава и покрывался слоем серебра. Как и более низшая степень, крест выпускался в двух вариантах – с мечами и без. Для награждения требовалось проявить храбрость или значимые достижения в службе, не связанные с непосредственным столкновением с противником. Вариант без мечей мог вручаться дипломатам, партийным функционерам, особо отличившимся работникам и даже отдельным заводам и фабрикам оборонного комплекса, перевыполнившим производственный план. Орден носился на левом кармане кителя. Если обладатель имел два варианта креста с мечами и без, то носился только с мечами. Всего крестом за военные заслуги первого класса с мечами было награждено 83 603 человека, а без мечей 91 239. Следующей по старшинству наградой был Железный крест первого класса. Как вы могли заметить, ордена семейства крестов за военные заслуги чередуются с орденами Железных крестов в иерархии боевых наград Третьего Рейха. Железный крест первого класса имел такой же вид, как и Железный крест второго класса, только вместо ушка для орденской ленты оснащался вертикальной булавкой или винтовым креплением. Реверс ордена был плоским, поэтому вторая половина рамки была не сквозной. Награда вручалась военнослужащим, которые отличились по крайней мере втрое больше, чем требовалось для награды Железного креста второго класса. Если солдат не был награжден более ранней степенью ордена, оба креста могли вручаться одновременно. Железный крест первого класса был практически вершиной мечтаний для рядового солдата. Всего было произведено чуть менее 300 тысяч награждений. Следующие ордена считались уже очень высокими и престижными наградами. Особое место в иерархии боевых наград занимает почетная пряжка к ленте Железного креста второго класса. Она имела различное оформление для сухопутных войск Вермахта, Люфтваффе и Кригсмарине. Изначально пряжки к Железным крестам были разработаны для ветеранов Первой мировой, которые повторно удостоились таких же наград во Второй мировой. Однако новая почетная пряжка имела другое оформление, расцветку и степень престижности. Обладателем награды мог стать только кавалер обоих классов Железного креста, который совершил героический поступок на поле боя, которого, однако, было недостаточно для представления к немецкому кресту или рыцарскому кресту. Почетная пристежка была учреждена лично Гитлером 1 января 1944 года. Она имела вид позолоченного венка из дубовых листьев, внутри которого размещалась свастика. Пряжка крепилась к ленте Железного креста второго класса 4 припаянными булавками. Всего за время Второй мировой этим знаком отличия было награждено 4556 человек, что свидетельствует о его большой редкости. Следующий в иерархии боевых наград Третьего Рейха стоит орден Немецкого креста, который имел два независимых класса в серебре и золоте. То есть для получения ордена первого класса не обязательно было иметь орден второго класса, в отличие от наград семейства Железных крестов или крестов за военные заслуги. Вообще, немецкий крест был самостоятельным орденом, наличие которого не требовалось для получения более высоких наград.
Однако для награждения им военнослужащий обязан был иметь или железный крест первого класса для варианта в золоте, или крест за военные заслуги первого класса для варианта в серебре. Немецкий крест был учрежден 28 сентября 1941 года для военнослужащих, которые отличились большой храбростью, но их поступка было недостаточно для награждения рыцарским крестом. Орден второго класса в серебре вручался за успехи в командовании без личного участия в боевых действиях, а первого класса в золоте за лично проявленную храбрость перед лицом врага на поле боя. Немецкий крест был громоздким и тяжелым, что сильно мешало танкистам и летчикам во время боя, поэтому была разработана тканевая версия, вышивавшаяся на суконной подложке в форме восьмиугольной звезды. Однако она выглядела настолько уродливо, что солдаты прозвали ее «яичницей Гитлера». Всего во время Второй мировой было произведено около 24 тысяч награждений с золотым немецким крестом и 1114 серебряным. Продолжение видео про иерархию наград Третьего Рейха доступно бесплатно абсолютно всем на телеграм-канале Панцергренадера. Ссылку вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь. Там публикуется много другого эксклюзивного контента. Штатные структуры боевых подразделений в наглядном виде, редкие годные электронные книги, малоизвестные факты из жизни выдающихся военных личностей, меткие исторические приколы, шутки и много чего еще. Также там будут выкладываться другие видеоролики, которые нельзя загружать на YouTube по причине неадекватной цензуры. Спасибо всем за внимание. Встретимся в телеграм-канале. Продолжение видео бесплатно для всех.